Ученые копали на Иден Прайм, нашли какой-то маяк. Видимо, протеанский. Что это такое? Там, вдалеке. Это корабль! Посмотрите, какой огромный! Что такое шифр? И зачем он Сарену? Маяк на Иден Прайм вызвал у вас видения, но они смутные и запутанные. Они были предназначены для сознания протеанина. Для того, чтобы полностью понять их, нужно мыслить как протеанин. Вы должны понять их культуру, историю, способ существования. Невероятно! Все это время, все мои исследования, я даже не мечтала. Простите, такие живые образы, я и представить себе не могла, что они будут настолько яркими. У вас удивительно сильная воля, капитан. То, что вы видели, через что прошли, могло сломить кого угодно. Ну же, давайте к делу. Что вы видели? Маяк на Иден Прайм был, видимо, сильно поврежден. В нем недоставало крупных фрагментов сообщения. Информация, переданная в сознание капитана, неполная. Вы уверены, что там нет никаких намеков, подсказок? Чего-то, что мы могли пропустить? Все, что я видела, вы уже знаете. Вы были правы насчет пожинателей. Протеан уничтожила раса разумных машин. Очевидно, что существует связь между пожинателями, исчезновением протеан и каналом, но я не видела ничего, что помогло бы нам. Какой наш следующий ход? Я сумела истолковать информацию, переданную вам в видении, по крайней мере, уцелевшие фрагменты, но она не полная. У Сарена могут быть недостающие фрагменты. Он мог найти еще один маяк. Я подумала, что между вами и сержантом Уильямс уже есть некие отношения. Что может меня связывать с вами? Мы даже к разным видам принадлежим. Азари и люди в основном физиологически совместимы, капитан. Разумеется, отношения должны включать в себя не только физический контакт. Между нами должна быть также эмоциональная и духовная связь. Мы принадлежим к разным видам, но у нас много общего. Но все это не имеет значения, если у вас уже есть серьезные отношения с сержантом Уильямс. Эш мне не безразлична. Очень. Зачем Сарену нужен Мюри-транслятор? Он считает, что ретранслятор приведет его к каналу. И я сказала бы вам больше, но Сарен не делился со мной своими планами. Где же свет? Говорят, что перед смертью... Мы Рахни. Прежде чем вы займетесь нашими детьми, перед вами стоим мы. Как вы станете петь? Вы отпустите нас? Должны ли мы вновь утихнуть? Я не стану уничтожать целую расу. Вы свободны. Вы дадите нам шанс сочинить новую музыку? Мы будем помнить. Мы станем петь о вашем всепрощении нашим детям.
Шепард. Вам больше нравится быть наемником, чем помогать своему народу? Я воин. Это моя жизнь. И вас совсем не беспокоит, что станет с Кроганами? Какого черта вы от меня хотите, Шепард? Я устал подставлять свою задницу и ничего за это не иметь. То есть вы просто бросили свой народ? Я бросил драться за проигранное дело. Я не такой, как вы, Шепард. Я не герой. Короче, проще убивать за деньги. Вы не думали о том, чтобы помочь своему народу? Стараюсь не думать. Но тут много наемников-кроганов. Все время натыкаешься. То и дело мне платят за то, чтобы я их убивал. Но я же профессионал. Врагов не выбирают. Давно вы в наемниках? Порядком. Первый контракт получил сразу, как улетел из родной системы. Работа хорошая. Только от нее умирают. Мне кажется, вам нравится ваша работа. Конечно. Летаешь по галактике за чужой счет, и почти каждый день хорошая драка. Пробовал я и в организованной форме. Частная армия и все такое. Но там больно грязно. Лучше всего я дерусь один. Или с небольшим отрядом. Не хочу, чтобы на меня рассчитывали. И сам ни на кого не рассчитываю. До встречи, Рекс. Шепард. Капитан, что я могу для вас сделать? Вас что-то беспокоит? Сарен. Я начинаю задаваться вопросом, найдем ли мы его. Он все время на шаг впереди нас. И у него есть эти чертовы геты. Мы уже близко, Гарус. Мы найдем его. Мне бы ваша уверенность. Я просто не могу смириться с тем, что он уйдет после всего, что сделал. Я знаю, вы делаете все, что можете. И если кто его может поймать, то это вы, но... Если я еще чем-нибудь могу помочь, чем-нибудь, просто скажите, что надо сделать, и я сделаю. Я понимаю ваше беспокойство, но мы его найдем. Главное, будьте готовы, когда придет пора. Да, сэр, я буду готов. Можно задать вам вопрос, капитан? В чем дело? Вас не беспокоит то, что Совет может защищать Сарена? Я к тому, что больно уж они все затягивают. Что если мы его найдем, притащим на цитадель, а они откажутся что-либо делать? У меня такое впечатление, что это не вопрос. Говорите откровенно, Гарус. Может быть, не стоит давать им такой возможности, капитан? Я считаю, Сарен слишком опасен, чтобы оставлять его в живых. Слишком многое может случиться. Он сбежит или Совет его отпустит. Если мы его найдем... Когда мы его найдем, я хочу быть уверен, что мы его остановим. Навсегда. Если Сарен не станет слушать, если он меня вынудит, я убью его без раздумий. Но только если это будет необходимо. Но какой смысл оставлять его в живых? Это только даст ему шанс сбежать или убедить Совет в своей невиновности. А как же геты? Вдруг они попытаются его отбить? Мы знаем о планах Сарена больше, чем кто-либо. Но что мы знаем? Если мы его убьем, то так ничего и не выясним. Да, я понимаю, о чем вы. Вы уверены, что нам еще есть что узнать? Помимо того, что он чертов шизофреник. Может, да, может, нет. Но рисковать я не хочу. Да, сэр. Похоже, что мы приближаемся к концу, Шепард. Я имею в виду с Сареном. Осталось немного. Так или иначе, все скоро будет кончено. Вы найдете канал раньше, чем он. Я знаю, вы должны. А когда все кончится, когда я завершу паломничество и вернусь к своим, я буду гордиться тем, что принимала в этом участие. У Сарена еще есть для нас пара-тройка сюрпризов. Да, мне тоже так кажется. Но я знаю, что вы справитесь со всем. А я буду рядом, если вам нужна будет моя помощь. Мне нужно идти. Увидимся. Эй, шкипер, выпить не желаете? По особому случаю. А что за случай? Сегодня день перемирия, окончание войны первого контакта. В моей семье его всегда отмечают. Поскольку я единственная Уильямс на борту, решила спросить вас. Странный праздник. Это было 26 лет назад. Для нас это не совсем праздник, скорее, обязанность.
только не говорите, что не знаете про мою семью. Мое начальство всегда это выясняло. В моем личном деле этого нет? В вашем деле вообще ничего нет. Только технические оценки и куча малопривлекательных мест службы. У этой кучи есть своя причина. Я внучка генерала Уильямса, командующего гарнизоном Шанси во время войны. Единственный человек, когда-либо сдавшийся инопланетянам. Ясно. Вот почему вы так надрываетесь. Уильямсы должны быть лучше лучшего, чтобы избавиться от подозрений. Так сказал мне папа накануне своей отставки. Не всякий кретин полезет в профессию, где всю его семью держат в черном списке, а я полезла. Я не позволю, чтобы наше имя стало символом предательства. Мой дед этого не заслужил. Насколько я помню, ваш дед держался очень долго. Первая волна турианцев снесла орбитальные сооружения и заняла основные города. Они засели на орбите и били по всему, что движется. Дедушка приказал войскам рассыпаться. Но когда они заходили в города пополнить припасы, турианцы взрывали целый квартал, чтобы уничтожить одно отделение. Гибли гражданские. Войска голодали, а связаться с командованием Альянса он не мог, поэтому он сдал гарнизон. И что было с вашим дедом после войны? Как только Шанси была освобождена, его сняли с командования, отвезли на землю в наручниках, но суда не было. Его тихо понизили в звании и засадили за кабинетный стол. Год спустя он вышел в отставку и всю оставшуюся жизнь работал на строительстве в колониях. Иногда до нас доходят слухи, что его хотят официально реабилитировать, но до сих пор ничего не сделано. Я должен был догадаться, но я не знаю, как могу помочь вам. Посмотрите на меня, Шепард. Вы слышали от меня просьбу о помощи? Не то, чтобы со мной не случается ничего плохого. Если мы подольше побудем вместе, я вам кое о чем смогу рассказать. Но решаю я свои проблемы сама. Мне не нужна жилетка, чтобы в нее плакаться. Или рыцарь, который меня спасет. Я сильная, и я себе такой нравлюсь. И хотела бы нравиться вам. Итак, я вас все еще интересую? С моей историей? У каждого своя история, Эш. Сложнее найти того, в ком она вызовет отклик. Ужасно. Скажите, что это китайский афоризм. Но послушайте, вот спасем галактику, может, Альянс возьмется за дело? Начнет работать, как положено правительству. Альянс несовершенен, но он неплохо справляется. Здесь вынуждена с вами не согласиться, капитан. Инопланетяне бегают по нашему лучшему кораблю. Мы присмыкаемся перед Советом. Альянс должен научиться самостоятельности. У нас ее нет. Пока. Почему мы не учимся у рас, которые самостоятельны уже 1000 лет? Как можно так говорить после того, что мы видели? Они уже делают вид, что Саран — это наша проблема. Наускивают нас на медведя. Расы, входящие в Совет, всегда будут думать в первую очередь о себе. Такова и человеческая природа. Мы не можем себе позволить доверять им, когда на карту поставлено выживание человечества. К тому же ни вы, ни я не можем сейчас изменить ситуацию. Займемся служебными делами. Пожалуй, вы правы. Просто меня это бесит. У меня такое чувство, что скоро дело дойдет до критической точки. Но не волнуйтесь, Шепард. Я вас защищу. Что вы думаете о последней миссии? Вы говорите о Рахне, да? Они были опасны, Шкипер. И доказали это 2000 лет назад. Думаю, отпустить ее было ошибкой. Но это было не мое решение, ваше. Если вы еще не говорили с доктором Тессони, может быть, стоит это сделать? Она только что лишилась матери. Это больно. Я так думаю, Шкипер. Поговорим позже, Уильямс. Буду ждать, Шкипер. Вам что-нибудь нужно, капитан? Пытаюсь понять настрой команды. Есть что сказать? Не думал, что у вас есть время на беседы при всем этом. Какие-нибудь ксенобиологи наверняка хотели бы почитать о Торианине. Бумажной работы будет полно. Вы хотите что-то сказать? Просто хочу выговориться. На разборе полетов было не самое подходящее время говорить об этом. Такое впечатление, что каждая раса в галактике поглощена своими проблемами.
и не хочет видеть, что нас ждет. Верите, что все будет хорошо? Я бы сказал, что такова человеческая природа. Да, кое-что бывает общим у всех видов. После того, что случилось с Вирнусом, об этом надо было бы помнить. По-моему, после Вирнуса у вас до сих пор камень на сердце. До встречи с Вирнусом я знал столько же, сколько любой гражданский. Инопланетяне загадочные, превосходят нас и пытаются нами командовать. Тогда ведь прошло всего 26 лет после первого контакта. За это время мы не успели их понять. Вирнус показал мне, насколько инопланетяне похожи на людей. Нет в них ничего особенного. Придурки и святые, как и мы. Черт, к тому времени, как я смог отыграться, мне это уже не было нужно. Вам явно было нелегко. Что же случилось? Он покалечил Райну, сломал ей руку. Она протянула руку за стаканом, а надо было использовать биотическую силу. Просто хотела попить воды без того, чтобы у нее носом пошла кровь. Я встал, как идиот. Не знал, что собираюсь сделать, но должен был сделать что-то. А Вирнус вышел из себя. Стал избивать меня. Орал, что надо было бомбами загнать нас в каменный век. И нож достал. Армейский клинок прямо у меня перед лицом. Ну, я сорвался. Использовал свои способности и вломил ему по зубам. Почти с теперешней своей силой. В 17 лет это немало. Вы хотели помочь девушке, которая вам нравилась? Благородный поступок. Намерения у меня, может, и были благородные, но я утратил над собой контроль. Я убил его, Шепард. Сломал ему шею. Может, его бы успели спасти, если бы сразу отвезли в лазарет, но они не стали. Когда его отправили домой, поднялась буча. Курс Баир закрыли. Через пару лет Канатикс свернул работы. Ну да, допустим, этого турианца я ненавидел. Но если по одному можно судить обо всех, то я бы и людей ненавидел. Разумная позиция. Не меняйте ее, и все будет в порядке. Сохранять разум – это все, что нам осталось. Вся остальная галактика, похоже, сошла с ума. За исключением присутствующих, конечно. Что вы думаете о последней миссии? Убита Саранова, кем бишь была Бенезия? Его заместителем, советником. В любом случае, это его задержит. Хотя доктору Т. Сони сейчас худо. Бедная девчонка, ей пришлось убить свою мать. Что думаете насчет Рахни? Без протокола? Если бы у нас был выбор, я бы оставил решение совету. Нас здесь не было во время Рахнийских войн, и вряд ли нам нужно в это дело ввязываться. Поговорим в другой раз, лейтенант. Если вы хотите обсудить смерть Бенезии, не волнуйтесь, она сама виновата. Не делайте вид, будто вас это не расстроило. Она же была вашей матерью. Была и не была. Я лучше буду помнить Бенезию такой, какой она была до того, как властелин подавил ее волю. Лучшее, что было в вашей матери, живет в вас. Ее решительность, разум, сила. Вы очень добры. Я ценю вашу заботу, но со мной все в порядке. Бенезия выбрала свой путь, а я выбрала свой. Я пойду за вами до конца, капитан. Мне пора. До свидания, капитан. Ваш отчет о событиях на Наверии вызвал удивление Совета, Шепард. Не могу поверить, что вы оставили царицу в живых. Ведь не без веских же причин эта раса была почти уничтожена. Вы должны были их прикончить. Эта царица не похожа на остальных. Ее не интересовали вторжения и войны. Да? Удачным образом вы стали экспертом по существам, о которых нам практически ничего не известно. Надеюсь, что лет через 50 мы с вами будем оба живы и убедимся в вашей правоте. Геноцид целой расы – ужасная трагедия, посол. Действия капитана были абсолютно верными. Очень мило. Таким гармоничным образом я всем скажу, что мы посчитали правильным выпустить способную к размножению царицу Рахни на поверхность Наверии. Уверен, возражений ни у кого не будет.
Жрать охота. Интересно, в этом пруду есть рыба. Да, капитан. Вы знаете что-нибудь о Вермайере? Извините, Шепард. До того, как заварилась эта каша, я даже и названия такого не знал. Это уж вам придется выяснять, что там и как. Мне нужно идти. Я буду здесь, если вам что-нибудь понадобится. Вернулась к тебе лицом. Стоит зайти в казино в клубе «Сверхновая». Мне здесь нравится. Толпы народа, движение, это здорово. Капитан, наконец-то вы вернулись. У меня, в общем, идейка есть, и мне ваша помощь нужна. У меня куча дел, но я могу уделить тебе минутку. Чудно. Короче, я быстро. Сейчас, многие колонии землян под огнем. И, в общем, я думаю, одного спектра маловато. Вы, можете записать меня в спектры? Почему ты хочешь стать спектром, Конрад? Да я, покажу совету, на что способно человечество. Буду таким же крутым, как вы. Из меня зачетный спектр выйдет. Но я-то хочу сражаться бок о бок с вами. Быть в клевых битвах, как на Элизиуме во время Блица. Я верю тебе, Конрад. Но ты должен бороться за другое. Чего? Я не понял. Знаешь, что вдохновляет меня? Мысль, что дома остаются крепкие парни, как ты, способные защитить родную планету. Вы правы. Я что-то слишком увлекся всей этой геройщиной. Помочь хотел. Полечу домой. Спасибо, что вправили мозги. Капитан, нас вызывают из штаб-квартиры 5-й флотилии на Цитадели. Капитан Шепард, у нас неприятное известие. Во время войны первого контакта мы запустили на территорию турианцев множество зондов-шпионов. Только что мы получили от одного из них сигнал. Миссия выполнена. И где же он был все это время? Понятия не имею. Задержка передачи. Эти зонды создавали в спешке, сразу после первого контакта. И почему эти известия неприятные? Когда мы запускали эти зонды, мы не знали, с кем сражаемся, и не хотели, чтобы враги изучали наши технологии. На зонды были установлены ядерные заряды. Тактические боеголовки мощностью 20 килотонн. Это почти как бомба, сброшенная на Хиросиму в 20 веке. Если кто-нибудь найдет этот зонд, капитан, вы сами понимаете, что случится. А разве этим не должны заниматься саперы?
У нас нет специалистов по ядерным бомбам. Я знаю. Я не стал бы просить вас, если бы это не было настолько важно. Информация об этих зондах была засекречена 26 лет назад. Совет наверняка назовет ловушки с водородными бомбами опасными и безответственными. Если они найдут эти зонды, у Альянса будут неприятности. Я прошу вас, потому что Нормандия может добраться туда быстро и незаметно. Это в скоплении Вояджера. Скопление Вояджера? Но это очень далеко от турианских территорий. Как зонд туда попал? Не знаю. Возможно, кто-то обнаружил его и отвез туда. А может быть, он заблудился. Этот зонд летает по галактике со времен войны. Займемся этим делом немедленно, адмирал. И постараемся сделать все тихо. Капитан, я очень это ценю. Удачи! 5-я флотилия, отбой. Шахта. Вот источник сигнала. Подозрительно. Да, эта штука не падала. Кто-то специально привез ее сюда. Они могут не знать, что попало к ним в руки. Надо найти зонд, пока они его не взорвали. Хорошо. Какого черта? Шепард, наконец-то. Я вас знаю? Вы меня не помните? Неважно. Главное, что я вас помню. Я не забываю своих врагов. Меня зовут Иланас Халят. Сомневаюсь, что вы помните это имя. Как вы думаете, Шепард, кто управляет кланами систем Термина? А? Тысячами пиратов, работорговцев, бандитов. В большинстве криминальных сообществ лидером признают самого успешного. Это верно. Тот, кто убьет больше всего людей, захватит больше всего кораблей, разорит больше всего колоний. 3 года назад я был сильнейшим. Я использовал свое влияние, чтобы создать флотилию. Мы могли выгнать вас из предела. Вы организовали атаку на Элизиум. Я был инициатором, вдохновителем, тем, кто обещал богатство и славу за уничтожение крупнейшей колонии людей в скоплении. И тем, кого обвинили в неудаче, в которой на самом деле виноваты вы и ваша проклятая контратака. Мой экипаж прилетит за мной. Пускай мы будем их ждать. Военный корабль Альянса — хороший трофей. Да, если вы вдруг не заметили, руда здесь насыщена тяжелыми металлами, так что ваш сигнал просто не достигнет цели. Мы найдем способ выбраться. Я очень в этом сомневаюсь. До свидания, Шепард. Какие будут приказы, капитан? У нас есть воздух, свет. Нормандия все еще на орбите. Нужно искать другой выход.
Похоже, никого нет дома. Наверное, кто-то отключил все системы, кроме системы жизнеобеспечения. Слышите? Мы здесь не одни. Кто-то подстроил эту ловушку. Корабль может быть заминирован. Мозг Джейкоба не проявляет признаков активности. Мы ничего не можем для него сделать. Он бы не хотел оставаться в живых только благодаря машинам. Так что, думаю, пора отключить жизнеобеспечение. Однако доктор Смит беспокоится за реакцию Джулии. Похоже, она не может отпустить Джейкоба. Из-за стресса ее имплантаты нагреваются, вызывая сильные мигрени. Думаю, для всех будет проще, если мы сообщим ей уже после отключения системы, чтобы дать ей шанс. Джулия, что ты здесь делаешь? Почему ты... Этот аппарат поддерживает в нем жизнь. Мозг не функционирует, он мертв. Это тело всего лишь пустая оболочка. Не трогайте его, пока мы не выясним, что именно тут происходит. Слушаюсь, капитан. Джейкоб не выживет. В его мозг слишком долго не поступал кислород. Мы ему ничем не поможем. Разве что дадим ему умереть достойно. Он бы сам хотел этого. Сейчас меня больше беспокоит Джулия. У нее начинается глубокая депрессия. Я дал ей лекарства, которые должны помочь, но все равно лучше предупредить капитана. Они говорят, что Джейкоба больше нет, что его мозг не функционирует. Они хотят отключить его от машин. Но во всем мире только Джейкоб имеет для меня значение. Я не знаю, как ему помочь, и это меня убивает. Я чувствую себя такой беспомощной. Черт, как же я зла. Доктор Смит дал мне лекарства, чтобы я успокоилась, но я их не приняла. Я не могу. Сначала надо выяснить, как помочь Джейкобу. Я его не брошу, не брошу! Наверное, корабль просто кишит ими. Думаю,
Если верить записям, корабль находился рядом с вуалью Персея. Похоже, они нашли какой-то инопланетный артефакт. Они подняли его на борт, и потом, это очень странно, Шепард, они направились прямиком к вуалю Персея, как будто хотели, чтобы геты нашли их. Что еще есть в записях? После этого записи становятся непонятными, как будто капитан сошел с ума. Здесь нет ничего о том, как они вернулись на территорию людей. Геты превратили их в хасков и оставили здесь корабль, рассчитывая, что кто-нибудь их найдет. Они хотели показать, что так будет с любым, кто вторгнется на их территорию. У меня такое чувство, что вы хотите Мне меня... приятно говорить с вами, Лиара, о чем бы то ни было. Давайте поговорим о вас. С вами все в порядке? Что вы имеете в виду? Берегите себя, капитан. Экипаж рассчитывает на вас лежит вся ответственность. У меня широкие плечи. Не сомневаюсь, но выдержат ли они вес всей галактики? Если мы не остановим Сарена... Нет, неважно. Простите, капитан. Последнее, что вам нужно, это чтобы кто-нибудь напоминал о том, как все плохо. Мы могли бы поговорить о чем-то еще? Мне пора. До свидания, капитан. Всему есть своя причина, Шепард. Даже если мы ее пока не понимаем. Ваша служба на Элизиуме, вы попали в нужное место и в нужное время. Благодаря сильному характеру многого добили. И так вы оказались здесь. Командуете самой лучшей жестянкой во всем флоте Альянса. И вся галактика нуждается в вас. Никакого давления. Пусть я нужен галактике здесь, но вы нужны мне рядом. Боже мой! И как только такие фразы вам в голову приходят? Простите, я буду серьезней. Мне нужно время подумать. Мы сейчас на задании. Когда разделаемся с ним, все будет по-другому. Клянусь. Надеюсь, вы умеете ждать. Есть какая-то старая поговорка насчет ожидания и всего хорошего, да? Совести у вас нет. Вам бы все шутки шутить. Но я вас предупреждаю. Вне поля боя я тоже сущий дьявол. Сладких снов, Шепард. Шепард, мне надо с вами поговорить, и это важно. Что-то не так? Помните те данные, что вы забрали из контрольных узлов гетов? Информацию, которую вы дали Альянсу. Мне нужна копия. Вы хотите передать эту информацию на мигрирующий флот? В этих файлах содержится то, что позволит нам понять гетов. Там может быть ключ к нашему возвращению на родину. Если я отдам вам данные, ваше паломничество завершится. Вы вернетесь к своему народу. Не сразу. Я останусь с вами, пока мы не остановим Сарена. Но моему народу нужны эти файлы. На дешифровку и анализ уйдет не 1 год. А то и не 1 десяток лет. Но оно того стоит. Данные позволят нам понять, как геты менялись и эволюционировали за эти столетия. Пожалуйста, делайте копию. Мой народ, я в большом долгу перед вами. В неоплатном долгу. Единственное, что я могу предложить, вы уже имеете. Мое торжественное обещание остаться с вами до победы над Сареном и его гетами. Ничего больше мне не нужно. Спасибо, Шепард. С вами скучно не бывает, Шепард. У вас бывали раньше задания вроде нашего? Чтобы спасать галактику от верного уничтожения? Нет. Но я свою долю приключений отхватил. Помните что-нибудь особенное? Есть немного. Как-то раз меня нанял дипломат Волус. Та еще скотина. Похоже, даже политикам бывают временами нужны наемники. Временами? Да если бы не политики, я бы остался без работы. Они всегда ищут способы забраться повыше. И тот был такой же. Хотел, чтобы я подчистил его прошлое. Убрал старого дружка, который слишком много знал. А старый дружок оказался десантницей Азари. Понимаю, почему вам стало не по себе. Что?
Нет. Мы с Алиной были старыми друзьями. Вроде как. Познакомились, когда нас обоих наняли убить одного и того же турианца. Оба хотели успеть первыми. Больше дрались друг с другом, чем выслеживали турианца. Десантница Азария, наемница. Необычно, да? Да я бы не сказал, что это необычно. Наемники всякие бывают. Ну да ладно. Рассказал я Алине о своем контракте. Мы оба долго смеялись. И что вы сделали? Ну, контракт я не хотел терять, но и Алину уважал. Так что разрешил ей выбрать место, где мы будем драться. Она выбрала одну старую сларианскую станцию, которая была базой наемников и контрабандистов. Там бы мы не задели никого невиновного. Она всегда была мягкосердечная. И что произошло на станции? Скорее, чего не произошло. 2 дня я за ней гонялся по всей станции. Все патроны расстрелял. Пришлось грохнуть пару наемников и забрать их оружие. На 3-й день станция уже по швам трещала. Наемники, кто погиб, кто сбежал, системы жизнеобеспечения сдавали. Но я ее догнал. Она заперлась в медлаборатории. Пыталась раны залезать. Крепкая девчонка. Только я думаю, что взял ее, тут реактор пошел в разнос. Еле успел до корабля добраться. Я так понимаю, что Азари не спаслась. Я следил за станцией издали. Чтобы она улетела, не видел. Ну а там рвануло. Ничего крупнее турианского яйца не осталось. Я и полетел к дипломату. Сообщить ему новости и получить свои деньги. А на полпути туда Алина мне шлет сообщение. Удачи в следующий раз. Я, конечно, не суеверный, но если кто после такого выживет, тот достоин пожить. Еще хотя бы сколько-то. А что дипломат? Он же хотел ее смерти. Рассказал я ему всю правду. Что Алина жива и очень недовольна. И если говорю, хочешь жить, держи меня при себе для защиты. И он вам поверил? Держал меня личным телохранителем, пока не умер. От естественных причин. Проще работы у меня не было. Скучновато, но кредиты есть кредиты. У вас должны быть другие родственники, кроме отца. Вы по ним не скучаете? Нет. Теперь, когда я вернул доспехи своего рода, меня там больше ничего не держит. До встречи, Рекс. Шепард. Вы вовремя, капитан. Цитадель на связи. Сообщение высшей категории важности. Это посол? Подпись не его. Я думаю, это совет. Я переброшу сигнал в радиорубку. Капитан Шепард, мы получили информацию, которая может быть важна для вашей миссии. Что за информация? Мы получили срочное сообщение от наших агентов внедрения в Траверсе. Вы имеете в виду шпионов? Спектры привлекают много внимания, капитан, но они лишь одна из рук Совета. Часто для отслеживания событий полезнее использовать группы особого реагирования. В настоящее время в пограничных регионах пространства Цитадели рассеяно несколько групп внедрения. Это занимается сбором данных о Сарине. Что им удалось выяснить? К сожалению, полученное нами сообщение сильно пострадало из-за шумов. Вероятно, наши агенты попали в ситуацию, в которой им сложно пользоваться межзвездными средствами связи. Но сообщение пришло по каналу, зарезервированному для критических случаев. Что бы они ни пытались нам передать, это явно нечто важное. Учитывая ваш интерес к Сарену, мы решили, что вы захотите изучить вопрос. Узнайте, что стало с нашими агентами. Сигнал поступил с планеты Вермайер. Спасибо за помощь, советник. Совет предпочитает не вникать в дела спектров. Мы лишь хотим, чтобы у вас была вся информация. И о Вермайере тоже.
Желаю удачи, капитан Шепард. Если мы что-то узнаем, то уведомим вас.